Всех приветствую на канале. Сегодня я хочу с вами поговорить о вязаных сумках, о том, какую пряжу лучше для них использовать и о том, какую фурнитуру использую именно я. И еще будет такой экспресс-МК обзор по вязанию вот этой сумки из джута. Но сначала я хочу поделиться с вами радостной новостью. Наш канал получил серебряную кнопку от YouTube. Большое спасибо вам, что подписываетесь, что смотрите канал. Это наша с вами общая заслуга. Было очень приятно ее получить. Особенно радовались дети. Они уже ее потаскали, заляпали. Тут даже такие вмятинки поставили. Ну ничего страшного. Все равно кнопочка стоит на своем почетном месте. Так, теперь давайте к сути начнем. С обзора вот этой вот сумки я вам расскажу об особенностях ее конструкции, о моментах каких-то основных по ее вязанию и о том, какие узоры я здесь использовала. Сумочка вяжется цельным полотном, то есть без отрыва нити. И даже вот этот вот узор из кружочков вяжется без отрыва нити. На канале есть мастер-класс по вязанию этого узора. Ссылочка будет в описании. Можете зайти и посмотреть. Центровой узор тоже взят с канала. Мы его совсем недавно использовали при вязании вот этого вот пуловера «Чайка». Посмотрите, узор хорошо смотрится и в вязаной одежде, и в вязаных сумках тоже очень круто смотрится. Традиционно мастер-класс по вот этому узору и по чайке будут в описании под видео. Заходите, смотрите. И еще я приготовила небольшой бонус для спонсоров нашего канала. Для вас во вкладке сообщества есть схема вязания всех узоров этой сумочки целиком в круговую. Можете заходить и скачивать. Для тех, кто не знает, кто такие спонсоры канала, в описании под видео будет ссылочка на информацию, можете зайти почитать. Сама по себе сумочка имеет укрепленное овальное дно. Кстати, скоро на канале выйдет мастер-класс по вязанию идеально ровного овала, без перекоса столбиков. Он вяжется именно столбиком с одним накидом. Он без лишних отверстий. Так что проверьте, подписаны ли вы на канал, нажат ли у вас колокольчик, чтобы не пропустить этот мастер-класс. Я в нем также расскажу, как сделать так, чтобы ваш овал был нужного вам размера. То есть сколько набрать воздушных петель, чтобы получить нужную ширину и нужную длину овала. Дно этой сумочки состоит из двух таких овалов. Они между собой сшиты соединительными столбиками и вовнутрь поставлена пластиковая основа. Я ее вырезала из обычной крышки от ведра, в котором раньше была шпатлевка. То есть пластиковое ведро взяла и сделала такую себе основу для сумочки. Видите, как сразу же хорошо сумочка держит дно. Я вам сейчас сюда поставлю видео, как я прогуливаюсь с этой сумочкой. Меня, кстати, снимал муж, было очень весело. На мне платье из Yarn Flowers. Мастер-класс есть на канале, ссылка традиционно в описании под видео. Заходите, смотрите. Видите, как хорошо сумочка держит и дно, и стеночки. Хотя у нее достаточно большой размер, то есть сумка сама по себе высотой 31 сантиметр, шириной 26 сантиметров и само донышко еще 13 сантиметров. То есть сумочка совершенно не маленькая. И для себя я вывела такие правила, чтобы получить сумочку, которая хорошо держит форму, нужно сделать ей укрепленное донышко. Нужно обязательно сделать подклад для сумочки из достаточно такой грубой ткани. Она будет хорошо держать стенки. И еще при вязании стенок нужно по-особому подхватывать столбики, чтобы полотно было более плотным. Итак, про укрепленное дно я вам уже рассказала. Нужно взять пластиковую основу. Я беру именно пластик, потому что он проще в уходе. То есть такую сумочку можно смело стирать в стиральной машинке, ей ничего не будет. Если же взять деревянные донышки или даже те же самые деревянные ручки, то такую сумку в стиральную машинку уже не закинешь. То есть деревянные детали могут испортиться. И причем вот эта пластиковая основа, которая вставляется именно в донышко, я ее вшиваю в самом конце. То есть у меня вся сумка готова. И я потом подшиваю второе вязаное донышко и вставляю уже пластиковую основу. То есть, если в какой-то момент пластиковая основа, например, сломалась, вы можете легко чуть-чуть распустить соединительные столбики, которые по кругу идут, вытащить старую основу и вставить туда новую и спокойно продолжать эксплуатировать сумочку.
У сумочки есть подклад. Я использовала для подклада ткань двунитку. Она очень плотная, у нее очень красивая текстура. Она в таком эко-стиле, очень хорошо подходит для вязаных сумок и хорошо держит для них стенки. Подклад такой шить очень просто. У меня получилось с первого раза, хотя навыков швеи у меня нету. Максимум, что я делала на швейной машинке, это подгибаю джинсы. Но я смогла сделать и карманчик внутри сумочки, очень удобный и функциональный. И сшить так, чтобы подклад идеально подходил по размеру к нашей сумке. Это очень легко рассчитать. Я, кстати, сделала мастер-класс по шитью подклада, потом его выложу на канал. Так что проверяйте, нажат ли у вас колокольчик и есть ли подписка, чтобы не пропустить мастер-класс. Этот подклад идеально подошел по размеру, и причем я сняла всего лишь одну мерку, это глубина сумки. Больше ничего не надо, все остальное шьется максимально просто, и ваш подклад всегда подойдет к этой сумке. Также, чтобы стеночки были более плотными, нужно по-особому подхватывать столбики. И неважно, какие у вас столбики, с накидом или без накида. Тогда у вас не будет никаких отверстий, особенно в месте вкалывания крючка. И сумка будет более плотной. Я покажу этот способ захвата в мастер-классе по вязанию овала крючком. Полноценного мастер-класса по этой сумочке на канале не будет, потому что я вообще эту сумочку начала вязать для своего магазина на площадке Etsy. То есть у меня уже давно открыт магазин, но я им никак не занималась. Вот сейчас решила заполнить его товарами. Это будут мастер-классы. Хочу я туда выкладывать вязаные аксессуары. И вот сумочка один из первых этих товаров. Поэтому, если вы хотите мастер-класс, то можете приобрести его в моем Etsy магазине или можете написать мне в комментариях под этим видео. Я вам скину платежные реквизиты Сбербанка. И еще для спонсоров 2 и 3 уровня этот мастер-класс будет в подарок за подписку. Так что, если вы оформили такую подписку, то, пожалуйста, напишите мне в комментариях под видео ссылку на вашу социальную сеть или вашу почту. Я вам туда отправлю этот мастер-класс абсолютно бесплатно. Еще один момент. Долго я думала над ручками к этой сумке. Деревянные я использовать не хотела, уже сказала почему. Кожаные тоже как-то не стала. Мне кажется, все-таки к вязаной сумке очень хорошо подходят именно вязаные ручки. И я их решила сделать вот из такого шнурка. Гусеничка. Сделала в 2 ряда одну ручку и в 2 ряда вторую ручку. Сначала хотела в 3 сделать шнурка ручки, но потом решила все-таки остановиться на 2. Мне кажется, 2 смотрятся гармонично, и 3 был бы уже лишний. Не знаю, как ваше мнение, напишите в комментариях. Будет очень интересно почитать. В общем, вот такая сумочка у меня первая получилась. Я уже выполняю вторую сумочку, подобрала узоры. Скоро вам тоже ее покажу. Так, теперь давайте поговорим о пряже для сумок. Я для себя решила, что сумочки я хочу вязать из джута, из полиэфирного шнура, из трикотажной пряжи. И еще мне очень нравятся сумочки из хлопка, но что-то хлопок я сегодня не взяла. Если по всем остальным пряжам, вот по этим, все понятно, по полиэфирному, по трикотажке, по хлопку, то самой спорной пряжей является джут. Я вообще, когда выложила пост в нашем сообществе на ютубе и у себя в инстаграм, было очень много вопросов о джуте. И в сегодняшнем видео я решила на эти вопросы так ответить в общем. Потому что многие спрашивали. Вообще джут я нигде не заказывала. Я покупала его в магазине офлайн, в строительном обычном магазине. Вообще, когда я остановилась напротив витрины с джутом, я очень долго выбирала, потому что многие джут был некрасивого, грязного, такого землистого цвета, а не песочного. И многие джут идет именно с вкраплениями мусора. Поэтому я говорю вам о том, что покупайте джут, если вы будете заказывать его онлайн, только по чьей-то рекомендации, потому что есть возможность получить джут некрасивого оттенка, он еще может быть с неприятным запахом, поэтому либо покупаете воочию, то есть офлайн, либо по чьей-то рекомендации. Я вам сейчас сюда поставлю фотографию с маркой, с названием моего джута, можете посмотреть. Джут вот этого производителя мне очень понравился, он не имеет запаха. В нем нет мусора, у него очень хорошая
крутка, равномерная, без всяких тоненьких мест, без всяких утолщений. И, конечно же, цвет у него красивый, такой песочный, очень натуральный, с таким золотистым отливом. Поэтому не заказывайте джут так просто. По интернету можете просто-напросто разочароваться. Еще джут сам по себе жесткий, поэтому, когда я вязала, у меня еще вот этот вот палец указательный, через который идет вот рабочая нить при вязании, прям натирался вообще сильно. Мне даже пришлось вязать вообще, надев на левую руку именно перчатку. Это произошло, допустим, где-то на середине сумки, то есть мне стало больно уже палец. У меня появился реально вот такой прям красный след от рабочей нити. Еще в момент при вязании джут очень сильно сыпется. Учитывайте это, что нужно что-то подстилать. Или вязать где-то на голом полу, чтобы потом легко можно было убрать этот ворс. Джут вот этого производителя, он не сильно ворсистый, но все же. Любой джут имеет ворсинки. И первое время вот такие вот сумочки из джута не стоит носить с темными вещами, потому что будут оставаться следы. Но в процессе носки, в процессе стирок ворс высыпется, и потом сумочку из джута можно будет уже спокойно носить и с темными вещами. Но будьте готовы к тому, что поначалу он будет сыпаться, пока вот не обтерется. Вообще вот на эту сумочку у меня ушло 400 грамм джута. Крючок я брала 4 миллиметра, вязала нитью в одно сложение. Я уже сказала, джут классный. Я, кстати, вот даже сравнивала его с обычной джутовой пряжей, которая производится именно для вязания. Я покупала джут от Кавандоли. И я могу сказать, что вот этот вот простой джут мне понравился больше. Минус у Кавандоли в том, что там была именно неравномерная крутка. То есть попадались места, где крутка слишком тугая, и ниточка становилась очень тонкой. И попадались места, наоборот, где крутка слабая, и нитка становилась толстой. То есть в процессе вязания это не очень удобно и, конечно, некрасиво в готовом полотне. Но я вязала им небольшие такие магнитики на холодильник, и было незаметно. Он тоже, джут был ворсистый, он также сыпался при вязании, но соотношение вот цены-качества, обычный джут из строительного магазина мне понравился больше. Кстати, вот у этого производителя я купила джут в бобинках по 50, по 100 и по 200 грамм. То есть такая вот у него фасовочка была. Может, есть и большие бобинки, но вот в этом строительном магазине, в котором я была, больших бобинок не было. Но есть вообще в продаже и килограммовые бобинки джута большие. Но опять же советую вам их самим посмотреть именно перед покупкой. Что касается остальных видов пряжи, то там все более понятно. Нужно просто выбрать свой какой-то ценовой диапазон. Я, например, вот взяла трикотажный шнур. Это фирма Soltera. Полиэфирный шнур у меня тоже от Soltera. И хлопок я использую либо Vita Charm, либо можно троицкую ландыш. То есть нужно такой толстенький хлопок, примерно 115 метров на 50 грамм. Если возьмете какой-то тоненький хлопок, например, Alize Miss или Vita Coco, тогда вяжите в 2 ниточки. И для вязания, вот я сейчас вяжу сумочку из Vita Charm, я использую крючок 3 мм, то есть чтобы вязочка была такой плотненькой. Так, теперь немножко скажу о фурнитуре. Я покупала тоже ее оффлайн. Пока у меня нет большого опыта в этом вопросе, я только начала его прорабатывать. Я ничего не заказывала онлайн, покупала все такими небольшими партиями, именно чтобы потестить, посмотреть. И я себе взяла для ручек на пробу полукольца такого серебристого цвета. И еще взяла для ручек вот такие вот карабинчики. У них очень прикольный цвет. Мне понравился он такой, как бы, не знаю, как его назвать, какой-то то ли бронзовый, какой-то коричневый. Я вообще не люблю яркую вот такую броскую фурнитуру, особенно золотого цвета. Предпочитаю либо серебристую, либо вот как эти карабинчики вот такого коричневого оттенка, чтобы они сильно не выделялись. Хотела я еще приобрести магнитные застежки, но в магазине, в котором я была, они были только золотого оттенка, поэтому я брать не стала. Но позже поищу еще в других магазинах, посмотрю, как работают, как вообще вставлять магнитные застежки. Как я уже говорила, деревянную фурнитуру на данный момент я не использую. Взяла только деревянные бусины, вот таких вот нескольких оттенков, таких вот темных, явно шоколадных, и светлых, таких как оттенок джута.
Но пока их еще никуда не использовала, но думаю использовать для украшений. В общем, в фаворитах у меня пока такая фурнитура из металла и, конечно же, сама пряжа, что ручки я все-таки пока предпочитаю делать из самой пряжи. Вот таким получился небольшой обзор, рассказ о сумках. Я жду ваши лайки, задавайте вопросы в комментариях. Пока!